Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых обращений через плагин Contact Form 7 на WordPress в любую нужную вам систему по Webhook. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые обращения через Contact Form 7 в другие системы. Например, вы сможете отправлять по Webhook новые обращения из Contact Form 7 в нужную вам систему. Удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Contact Form 7. Теперь необходимо указать действие «Принять данные». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Contact Form 7 к системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Далее вам необходимо скачать плагин для WordPress, установить и активировать его на вашем сайте. После того, как вы это сделаете, в настройках Contact Form 7 у вас появится дополнительная вкладка Apex Drive. Для того, чтобы продолжить настройку, нам необходимо скопировать URL для приема данных и перейти в настройки вашего сайта. Далее необходимо перейти к настройкам Contact Form 7. Переходим на вкладку Apex Drive, которая появится после установки нашего плагина. Здесь нам необходимо включить передачу данных в Apex Drive и вставить скопированную ссылку. После этого кликаем «Сохранить». Теперь вам необходимо заполнить форму на вашем сайте для того, чтобы новые тестовые данные отобразились в системе Apex Drive. После того, как вы заполнили вашу форму на сайте, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Все манипуляции с URL для приема данных мы уже произвели, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Contact Form 7 успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Webhook. Далее необходимо выбрать действие «Отправка данных». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт Webhook в системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто оставить как есть. В поле URL для отправки данных вам необходимо указать ссылку, на которую Apex Drive будет отправлять новые обращения через Contact Form 7. Эту ссылку вы можете получить в поддержке той системы, в которую хотите отправлять данные. Для примера я создам еще одну связь в системе Apex Drive, где в качестве источника данных выберу систему Webhook и там сгенерирую эту ссылку. После того, как в поле URL для отправки данных вы прописали ссылку, на которую Apex Drive должен отправлять данные, кликаем «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать тип отправки данных, а также прописать название переменных и их значения, которые будут в них передаваться. Для того, чтобы узнать название переменных, вам необходимо обратиться в поддержку того сервиса, в который вы хотите отправлять данные по Webhook, или проверить наличие этой информации в их справочных материалах. Для примера я покажу самые популярные названия переменных.
поле значения вам необходимо выбрать из выпадающего списка переменную из контакт форм 7, в которой будет содержаться необходимая информация. Для того, чтобы появился еще один набор параметров, кликаем «Добавить». После того, как вы прописали все названия переменных и указали, какие переменные из контакт форм 7 в них передавать, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в нужную вам систему по webhook. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в webhook». После успешной отправки вам необходимо перейти в систему, в которую вы отправляли данные по webhook, и проверить результат. Я же проверю результат в связи, в которой у меня выбрана система webhook в качестве источника данных. Как мы видим, на этом этапе отображаются названия полей и данные, которые мы в них передавали для примера. Если вас все устраивает, продолжаем настройку. На этом настройка приема данных webhook успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. Дополнительную связь, которую я создавал для примера, можно удалить. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!